Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки пион. Для вязания сумочки я использовала полиэфирный шнур толщиной 3 мм. Вы можете использовать любую подходящую по толщине пряжу. Крючок номер 4. Фурнитура магнитная кнопочка пришивная, диаметр 18 мм. Кольца внутренний диаметр 25 мм. Пластиковая цепочка с карабинами, длина 70 сантиметров. Для ручек я использовала вот такую прозрачную трубку диаметром 8 мм, хозяйственная трубка или шланг для аквариума и немного скотча. Начинаем вязание. Сделаем колечко, затем вводим крючок в колечко, провязываем 3 воздушные петли. Далее вяжем столбиками с накидом в кольцо, провязываем 12 столбиков с накидом. Заканчиваем первый ряд, вводим крючок под первую горизонтальную петельку и провязываем соединительную петлю. Затем вяжем 3 воздушные петли. У нас должно получиться 12 петель. Далее вяжем второй ряд, вводим крючок за одну полупетлю и вводим крючок поглубже, чтобы захватить заднюю полупетельку. Провязываем в каждую из петель по 2 столбика с накидом. Вот так провязали в первую петельку 2 петли, в следующую петельку тоже 2 петли. В третью петельку тоже 2 петли. И так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда, всего 12 раз. Итого должно получиться 24 петли. Заканчиваем второй ряд, вводим крючок под первую горизонтальную петлю, делаем соединительную петлю и затем 3 воздушные петли. Здесь у нас получилось 24 петельки. Можно слегка выравнивать
вязаный круг после вязания каждого ряда вручную. Далее мы вяжем третий ряд. В третьем ряду мы провязываем в первую петлю 2 столбика с накидом, 1, 2, в следующую петлю 1 столбик с накидом, повторяем наш узор. В первую петлю 2 столбика с накидом, и во вторую петлю 1 столбик с накидом. Итак, мы вяжем 2 и 1. Обратите внимание, что вот у нас идет первый сегмент. В первую петлю мы вяжем двойную, а во вторую одинарную. И так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. У нас должно получиться 36 петель. Вяжем четвертый ряд. В первую петлю провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, затем 2 одинарных, 1 и еще раз 1. Теперь снова вяжем двойной. 1 и 2 в это же основание, и затем 2 одинарных. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. Чередуем двойная, 2 одинарные. Заканчиваем четвертый ряд. Здесь у нас получилось 48 петель. Посчитаем вот так по окружности, должно быть 48 петель. Вяжем пятый ряд. В первую петлю провязываем 2 столбика с накидом в одно основание, 1 и 2. Затем 3 одинарные, 1, в следующую еще 1 и третий раз 1. Затем повторяем двойная и 3 одинарные. Итак, продолжаем вязать до конца ряда, чередуем 1 двойная, 3 одинарные. Должно получиться 60 петель. Заканчиваем пятый ряд. Здесь у нас получилось 60 петель. Вяжем последний ряд с прибавками, шестой ряд. В первую опять провязываем 2 столбика с накидом и затем 4 одинарных. 1, 2, 3, 4. Затем повторяем рисунок. 2
2 столбика с накидом в одно основание и 4 одинарных. И так продолжаем до конца ряда, чередуем двойная, 4 одинарных. Заканчиваем 6 ряд, у нас получилось 72 петли. Делаем соединительную петлю и одну воздушную петельку. Теперь я отмерила сверху 25 петель, на 25 поставила маркер, это верх сумки, и здесь остается 47 петель. По нижнему краю мы вяжем столбиками без накида 47 петель. Заканчиваем первый ряд боковины сумки, связали 47 петель. Сверху у нас осталось 25 петель не провязанных. Далее вяжем второй ряд, вводим крючок за верхние полупетли и провязываем 47 столбиков без накида. Вот так можно вручную слегка выровнять боковины сумки. И мы с вами продолжаем вязать. Вяжем второй, третий, четвертый, пятый ряд. Всего 5 рядов по 47 петель в каждом ряду. Закончили, связали 5 рядов. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь кончик нити отрезаем и аккуратно прячем внутри петель последнего ряда. Измеряем диаметр сумки, получается примерно 19-20 сантиметров. Ваши размеры могут отличаться, потому что многое зависит от толщины пряжи, от номера крючка и от плотности вязания. Теперь вяжем такую же вторую боковину сумки с единственным отличием, что здесь мы кончик нити не отрезаем. Вот такие две части сумки у нас есть. У второй части мы оставляем длинный кончик примерно 6 метров. И пока откладываем в сторону вторую часть. Теперь мы вот здесь по этим петлям по краю будем вязать узор пион. Вводим крючок в первую петельку от начала ряда. Берем новую рабочую нить, завязываем узелок. И кончик нити давайте перенесем на изнаночную сторону сумки, потом мы его спрячем. Теперь мы будем вязать лепестки нашего цветка. Вводим крючок в эту же самую первую петлю, провязываем 3 воздушные петельки. Затем вводим крючок опять в эту же петлю и вяжем в нее 3 столбика с накидом в одно основание. 1, 2, 3. В следующую петлю тоже вяжем 3 столбика с накидом в одно основание. 1, 2 и 3.
И в следующую третью петлю тоже вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Готово. Итого у нас 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце ряда делаем воздушную петлю, переворачиваем, вяжем второй ряд. В каждую петлю из предыдущего ряда провязываем по 2 столбика без накида в одно основание. Итого вяжем 18 петель. В третьем ряду вяжем без прибавок 18 столбиков без накида. Закончили, связали первый лепесток. Теперь внизу отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. Вводим крючок под четвертую петлю и вяжем столбик без накида. Затем 2 воздушные петли. И вяжем следующий лепесток. Вводим крючок в эту же петлю, провязываем в нее 3 столбика с накидом. В следующую петлю 3 столбика с накидом. И в третью петлю тоже 3 столбика с накидом. Итого на крючке 9 петель. В следующем ряду вяжем 2 столбика без накида в одно основание 9 раз. И в последнем третьем ряду вяжем без прибавок 18 столбиков без накида. Мы связали второй лепесток. Теперь внизу отсчитываем 3 петли и вводим крючок в первую петлю, провязываем соединительную петельку, затем 3 воздушных петли, 1,
2, 3 и переходим на следующий ряд. Получается, в первом ряду мы связали с вами 2 лепестка. В следующем ряду нам нужно немного сдвинуться левее, поэтому отсчитываем 2 петли и вводим крючок. Под третью петлю провязываем столбик без накида и затем 2 воздушные петли. Далее мы повторяем, вяжем наш узор, лепесток цветка на следующие 3 петли. Закончили, связали первый лепесток в этом ряду. Затем отступаем внизу 3 петельки, вводим крючок в 4 петлю, вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли и повторяем вязание лепестка. И так продолжаем двигаться по рисунку до конца ряда. Всего в этом ряду нам нужно связать 4 лепестка. Закончили второй ряд, связали 4 лепестка, присоединяем последний лепесток. Здесь у нас остается 3 петли, 1, 2, 3, и вводим крючок с вами в последнюю петельку. Затем делаем соединительную петлю, 3 воздушные петли, и затем в следующем ряду опять сдвигаемся левее на 2 петли от предыдущего лепестка. 1, 2, в третью петлю вводим крючок, вяжем столбик без накида, 2 воздушные петельки и затем снова вяжем лепестки цветка. Здесь в этом ряду мы вяжем 6 лепестков. Это третий ряд. Затем также мы вяжем в 4 ряду. Здесь у нас уже будет 8 лепестков. И у меня остался непровязанным 5 ряд. У меня не хватило пряжи для него, во-первых. А во-вторых, мне показалось, что этого количества рядов с лепестками достаточно. Но вы можете связать еще 5 ряд, там будет 10 лепестков. Итак, мы закончили, связали 4 ряда с лепестками. В первом 2, во втором 4, в третьем 6, в четвертом 8. Закрываем последний лепесток, отрезаем кончик нити, ниточку вытягиваем из петли, затем вводим крючок в начале вязания первого лепестка и заводим кончик нити на изнаночную сторону. Вот здесь у меня остался 5 ряд, я его уже не провязывала. И 6 ряд последний. Получается, у нас после вязания узора остается еще 2 ряда. На изнаночной стороне прячем кончики нитей. Теперь точно так же нам нужно сделать
вязание узора на второй половинке сумки. Закончили, связали вторую половинку сумки. Здесь у нас осталась ниточка и открытая петля. Мы делаем воздушную петлю. И теперь эта нитка пригодится нам для того, чтобы соединить две половинки сумки. Закрепляю нитку на второй половине. Нитка сама должна находиться внутри сумки. Мы ее подаем изнутри. Вводим крючок за полупетли и провязываем соединительные столбики. Здесь у нас было по 47 петель в обвязке, поэтому мы вяжем соединительными столбиками всего 47 петель. И так продолжаем, вяжем до конца. Мы закончили, сделали обвязку. И теперь нам нужно обвязать верх сумки по краю. Делаем воздушную петельку. Здесь у нас было 5 рядов, поэтому мы по краю провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Затем вводим крючок в следующую петлю, провязываем соединительный столбик и далее вводим крючок в последние петельки и вяжем соединительными столбиками всего 27 петель. Итак, мы продолжаем вязать до конца этого участка. Связали 27 петель. Теперь опять переходим на боковую сторону. Здесь мы вяжем 10 столбиков без накида. Переходим на вторую часть сумки и здесь провязываем 27 соединительных петель. И далее мы вяжем до конца этого участка и провязываем еще 5 столбиков без накида до конца ряда. Закончили. Теперь кончик нити отрезаем и прячем его. Делаем ручки для сумки из прозрачного шланга. Я отмеряю длину 35 сантиметров и отрезаю. При этом у меня получается диаметр ручек примерно 13 сантиметров. Теперь беру еще короткий кончик трубки, примерно 3 сантиметра, отрезаю его и разрезаю вдоль.
Немного отрезаю с краю, около 5 миллиметров. Скручиваю трубку и просовываю ее в края нашей ручки. Затем скотчем обматываю по краю для того, чтобы конструкция была более надежная. Беру новую рабочую нить, прячу кончик нити, провязываю воздушную петельку и затем делаю обвязку ручки. Столбиками без накида провязываю примерно 55 петель. Но у вас количество может быть другое, потому что самое главное здесь это чтобы петли находились плотно возле друг друга и полностью закрывали ручку. Итак, продолжаем, вяжем до конца ряда. Закончили, связала 55 петель. Теперь кончик нити отрезаю и прячу. Точно так же мы делаем вторую ручку для сумки. Пришивать ручки к сумке я буду прозрачной мононитью. Делаю двойную нить, прикладываю ручки сверху сумки и пришиваю вручную короткими стежками. Затем пришиваю магнитную кнопку ровно посередине наверху сумочки. Для этого тоже использую прозрачную мононить.
Наша сумочка готова, давайте измерим ее. Получается высота 31 сантиметр, высота без ручек 20 сантиметров и толщина 7-8 сантиметров. Узор лепестки мы можем с вами выровнять вручную, сделать их вот такими полукруглыми, либо сделать кружевные воланчики. Я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой аккаунт nitка.kz. Всего хорошего, до новых встреч!